10 фактов, которые не попадут в российские учебники истории. Державу с названием Московия царь Петр I переименовал в Россию аж в XVIII веке, в 1721 году. Племя Мокши назвало свою речку Москва, а перевод этого названия с языка Мокши звучит как «грязная вода». Слово «Москва» не переводится с каких-либо других языков мира. Слово «Кремль» – татарское и обозначает укрепление на возвышенности. В средние века все картографы Европы писали и проводили границу Европы по границам Руси. Русь – это территория нынешней Украины. Московия, Улус, со своими финскими народами всегда была частью Орды, и Европа справедливо относила ее к Азии. Московия, Россия, платила дань крымскому хану, своему суверену и хозяину, который был правопреемником Золотой Орды, вплоть до 1700 года. Царь Московии встречал крымского посла на Поклонной горе, садил его на своего коня, сам пешим, под узду, вел коня с крымским послом в Кремль, садил его на свой трон и вставал перед ним на колени. В 1605 году в Московии на Борисе Годунове, Мурза Гудун, закончилась династия чингизидов, прямые потомки Чингисхана, и на трон возвели Алексея Кошку из финского рода Кобылы. А при венчании его на царство церковь дала ему фамилию Романов и сочинила легенду, что он якобы прибыл из Рима править Московией. Екатерина II после оккупации последней свободной русской державы, Великого княжества Литовского, в том числе территории Белоруссии, в 1795 году своим указом велела назвать угрофинские племена Московии какими-то великороссами, а украинцев, истинных русичей, русских, малороссами. Никто и никогда не видел оригинал договора о воссоединении Московии и Украины, якобы подписанного Хмельницким и Романовым. Уже несколько столетий археологи Московии ищут артефакты, подтверждающие реальность Куликовской битвы. Но пока безуспешно. Вот только басню о победе Дмитрия Донского над Мамаем до сих пор распевают на все голоса. Псковская, Новгородская, Смоленская области России – это бывшие славяно-русские княжества, и к угрофинской Московии не имели никакого отношения, покуда Московия-Орда не оккупировала их, соответственно, в 1462, 1478 и в 1654 годах. А в других областях России и Московии никогда не обитали славянские племена и народы. Золотая Орда и ее дочь Московия – это единственные страны мира, которые держали в рабах собственный народ. Это и объясняет вечную отсталость богатой на природные ископаемые Московии от сравнительно обделенных на природные ресурсы европейских стран. Ведь эффективность работы свободных людей гораздо выше, чем рабов.